Сонь, а ты когда-нибудь сдавала анализ на ВПЧ? Только что, и проверку не прошла. А ты? Я сдавала анализ, но хочется теперь его повторить, да и еще прививку сделать. Что такое ВПЧ? Вирус папилломы человека. Это очень высокозаразная штука, которая передается половым путем. Почему мы про него сегодня решили поговорить? Мы вас просили оставлять заявки нам в комментариях, с какими операциями нам разобраться. И большинство написавших были женщины. Так что начинаем с вируса папилломы человека. В чем проблема с вирусом папилломы человека? В том, что в России он есть практически у всех. Презервативы малоэффективны, это плохие новости. И второе, гинекологи очень любят лечить у нас ВПЧ, прописывая дорогущие препараты, тогда, когда этого делать вообще не нужно. Есть хорошие новости. Не все из более чем 100 типов ВПЧ опасны. Например, вирус, который вызывает родинки, абсолютно безопасен. Но многие типы надо наблюдать у гинеколога, а некоторые вообще могут вызвать онкологию. Также здорово то, что до 30 лет в 90% случаев любой тип ВПЧ просто сам уйдет из организма. Давайте разберемся. Самые опасные типы вируса – это 16 и 18. Именно они чаще всего, в 86%, становятся причиной рака шейки матки. Остальные типы также опасны, но чуть меньше. Вот этот список. Есть также распространенные 6 и 11 типы ВПЧ. Они никак не связаны с онкологией, но от них и у мужчин, и у женщин могут появиться неприятные бородавки. Врачи еще называют их кандиломами. Они могут возникнуть как на половых органах, так и во рту, на руках. Кандиломы, если уж они появились, сразу пугают человека, потому что плохо выглядят и еще мешают заниматься сексом. Их надо удалять, и для этого есть 3 метода. Лазером или электроножом – это лучшие варианты, потому что позволяют избавиться от кандилом полностью, за один сеанс. Обработкой жидким азотом, которую еще называют криотерапией. Правда, это болезненно, и так можно повредить ткани. Химия – это специальные кремы или кислоты, недорого и просто, продается в магазинах и в аптеках, но могут возникнуть покраснения или раздражения на коже. Мы разобрались с кандиломами, а теперь давайте посмотрим, почему ВПЧ может привести к раку и что с этим делать. Речь опять в основном про женщин. У нас опасные типы ВПЧ вызывают второй по распространенности после рака груди рак шейки матки. Примерно 18 на 100 тысяч. А вот у мужчин ВПЧ вызывает только редкие виды рака, например, рак в горле. Рак шейки матки начинается бессимптомно с изменений на шейке матки, которые называются дисплазия или ЦИН. Была дисплазия или эрозия, я не помню. Я помню, что мне сказали наблюдаться и пока ничего не делать. И предложили сдать анализ на ВПЧ за деньги. Количественный. Я его долго не могла сдать, я была занята зарабатыванием денег. У меня был сбившийся цикл, у меня началось кровотечение. И я ходила с этим полгода. И когда оно не прекращалось в течение 10 дней, меня госпитализировали в Боткинскую больницу, где и нашли онкологию. Я не понимаю, почему второй по распространенности вид рака не диагностируется должным образом, если доказана зависимость ВПЧ, онкогенного риска и развитие рака шейки матки, почему на догоспитальном этапе нет полной диагностики. Почему все знают, что ВПЧ – это рак, но если ты приходишь в простую поликлинику к врачу, в государственную поликлинику, тебе не назначают этот анализ, почему он не входит в страховку, я не понимаю. Моя мама медик, и она очень любит повторять, что медицина – наука неточная. Именно поэтому при подозрении на дисплазию у вас будут брать целых 3 анализа. Первый – это цитология, исследование клеток эпителия, которые кажутся нездоровыми. Второе – это кольпоскопия, осмотр на специальном приборе, таком микроскопе. И третий – это количественный тест на ВПЧ, чтобы оценить угрозу от вируса. Дисплазию или ЦИН классифицируют по количеству обнаруженных предраковых клеток. ЦИН-1 – это 1/3 таких пораженных клеток. Можно немного понаблюдать, если женщине еще нет 30 лет, чтобы дать организму шансы самоизлечиться. Но если страшно,
то можно сразу пойти к хирургу и избавиться от нездорового участка. Методом прижигания, когда вредные клетки разрушаются лазером, электроволнами или жидким азотом. ЦИН-2 – это уже половина предраковых клеток. Тут точно не будет самоизлечения, нужно оперироваться. Прижигание уже не подходит для этой стадии, необходимо делать иссечение. Оно проводится тонкой петлей, через которую идет энергия. Это радио- или электрохирургия. ЦИН-3. Срочно иссекать участки, пока не развился рак. Тут, к сожалению, совсем мало времени. Вариантов при лечении дисплазии шейки матки, кроме хирургии, нет. Однако гинекологи в России делают много разных назначений. Доказана эффективность только одного препарата – это изопринозин. И то он эффективен только в сочетании с хирургией. И вот это вот все остальное, что вам рекомендуют тут гинекологи и Рунет, свечи мази с интерферонами, антибиотики, алакин альфа, лук, святая вода, прочие бабушкины рецепты, все это не работает. Вам могут назначить копеечный изопринозин и кучу всего еще. Можете просто выкинуть список остальных назначений. И если у вас нет кандилом и нет дисплазии, просто живите со своим ВПЧ спокойно, не забывая навещать гинеколога. Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем, кто старше 21, раз в 3 года сдавать анализы, но на ВПЧ. Если у вас обнаружены опасные типы, тогда придется уже каждый год сдавать анализы, о которых мы уже говорили. И мы хотим напомнить, что каждый выпуск «Зеленки» консультируют крутые врачи. В этом выпуске мы хотим поблагодарить Оксану Богдашевскую. Я лично хочу сказать спасибо как пациент. Здесь есть ссылка на ее Инстаграм. Девочкам и женщинам будет очень полезно. Она ответила на все мои вопросы, ответит и на ваши.